Привет-привет! Меня зовут Людмила, и с вами Таро в потоке. Ну что, мои дорогие, наш сегодняшний разбор будет называться таким образом. Что с ним случится, если вы вдруг исчезнете из его жизни? Такое вот длинное название, да, ну вот как-то его сократить у меня не получилось, чтобы вы понимали смысл происходящего, да. Итак, разбор будет на 3 позиции, выкладываю их перед вами. Пожалуйста, загадывайте ваших мужчин, и мы начнем, как обычно, с небольшой сигнификации. Значит, его самого. Если узнали, позиция ваша. Значит, после сигнификации мы посмотрим, кто вы для этого человека. А потом разберем, что с ним случится, если вы вдруг исчезнете. Да? И вот смотрите, у всех разные ситуации. Да? И так могло произойти, что вы расстались с человеком, то есть вы, по сути, уже исчезли из его жизни. В этом случае вы можете трактовать все то, что я буду говорить, да, с позиции того, что же с ним действительно происходит сейчас. Да, вот после вашего исчезновения. И не важно, что стало этому причиной. Не важно. Итак, двоечки, троечки идут у нас в ожидании. Мы начинаем с единичек. Кто к нам пришел? Отлично. Мужчина пришел в королеве жезлов. Угу. Ну, сейчас я вам расскажу, что здесь куда. Угу. Сам по себе король пентаклей. Значит, смотрите, король пентаклей – это традиционная карта мужа, поэтому, скорее всего, у нас мужчина женат, хотя здесь семью не показывают. То есть он или женат, но погуливает по королеве жезлов, или он разведен, и разведен тоже неспроста. Да? Значит, или этот человек может быть женат, но живет отдельно от своей семьи. Такое тоже бывает. Да? Но карты нам однозначно показывают его статус, да, определенный статус. Значит, по королеве жезлов это мужчина, который любит погулять. То есть он любит секс, и он любит разнообразие. Он любит, когда одна женщина сменяется другой. Для него понятие какой-то верности, любви, да, преданности одному человеку, это не его понятие жизни, я бы так сказала. При этом, да, если вот он женат, то жена его считает, что он очень верный человек, что он живет для семьи, старается для семьи и все несет в семью. Да, действительно, он все несет в семью, все то, что он зарабатывает, да, вот как-то. Здесь показывает, что здесь человек часто ездит в разъезды, скорее всего, командировки у него, или он что-то продает, или, может быть, его бизнес, зависит от каких-то постоянных передвижений. И я так понимаю, что если он женат, жена не может контролировать какие-то его связи и не может увидеть, что он там в своих командировках, собственно, делает. Вот, значит, здесь мужчина оставил не одну женщину с разбитым сердцем, потому что пока он ухаживает, пока он, показывает свою красивую сторону, завоевывает женщину, он и дарит подарки, и водит в рестораны, и говорит красивые слова, и обещает очень-очень много, говоря о каком-то совместном будущем. То есть он хорошо знает женскую психологию, и вот эти вот, знаете, слова, велеречивые какие-то речи, обещания и так далее, все это у него льется очень легко, очень легко. Значит, любит он погулять, любит тактильность, любит секс и любит разнообразие. Очень обаятельный человек, такой, знаете, с хорошим чувством юмора, человек, который может очаровать собой, очаровать.
Как только ему надоедает, а надоедает ему достаточно быстро, вот эта игра в любовь, да, то есть он играет в любовь, женщина очень сильно увлекается им, он ее погружает в эти все мечты и фантазии. Как только ему надоедает, он уходит. Всегда по-разному, да, всегда по-разному. Может уйти просто молча, заблокировал и все. Или же может подарить какой-то подарок и тихенько в кусты. Или может спровоцировать ссору для того, чтобы разойтись. Вот. Для него вот это все взаимодействие – это такая эмоциональная игра. Это эмоциональная игра. Я бы даже сказала, что он испытывает удовольствие и от завоевания женщины, и потом от того, как он ее бросил. Удовольствие, знаете, от осознания своей важности, от того, что вот я как бы повелитель судьбы, да, повелитель женского сердца, захотел, приблизил женщину к себе, а наигравшись, просто бросил. Ему нравится наблюдать страдания, да, то есть вот как женщина ему написывает, звонит ему, а он не берет трубку. Или, знаете, он вот с таким чувством превосходства раз заблокировал ее, звонит, это ты, тынц, блок. То есть вот так вот человек себя здесь может вести. Значит, при этом, когда он в процессе завоевания, он может казаться очень искренним, рассказывать о каких-то своих темных сторонах, о каких-то своих болях, о своем детстве, причем совершенно искренне и очень правдоподобно, что, конечно, нас, девчонок, подкупает. Да? Ну, вот такой товарищ, да, такой товарищ. Давайте посмотрим, кто вы для него, что вы для него значите. Нет. Отсюда. Так, что вы для него значите? Интересно, показывают карты, что вы вообще-то можете быть его как раз-таки женой. Вы можете смотреть на своего мужа. Может быть, вы его подозреваете в этих гульках, и не зря подозреваете. Ну, в этом случае вы его супруга, вы его стабильность, вы его счастье, вы человек, которому подарил детей, но в то же время вы человек, который его ограничивает, да, и вот эти ограничения приносят ему определенные страдания. Если же вы не жена, да, то здесь человек воспринимает вас очень серьезно, потому что жена и вообще вот эта вот, знаете, фактура неких таких брачных отношений, когда мужчина вообще это имеет в виду, держит в своем поле, да, это говорит о том, что вы очень серьезная для него дама. То, что он погуливает, да, это же не значит, что он, идиот какой-то. Нет, он не идиот, он вас как бы выделил среди всех, и он воспринимает вас как женщину, которая могла бы стать его женой. Но у вас есть нечто, да, то есть вы очень властный человек, вы человек очень жесткий, и он понимает, что если бы вы стали его женой, вы бы его очень сильно, вы бы его спеленали просто. Вы ограничили бы его свободу. Вот, то есть здесь может быть или это ваш муж, и вы уже ограничиваете свободу, или если бы вы стали его женой, вы бы его очень сильно ограничили. Значит, он говорит о том, что
То, что между вами начиналось очень легко и как-то лайтово когда-то, да, то есть все начиналось от его скуки, как он говорит. Мне было скучно, и вот появились вы в его жизни, и он решил таким образом себя развеять, да, немножечко поиграть в любовные отношения. То, что начиналось вот так легко, лайтово и не предвещало ничего серьезного, да, в результате оказалось достаточно серьезным для него. И вы его очень сильно привлекли своим характером, тем, что вы жесткая и больше имеете мужских энергий, чем женских. Вы не ноете, не плачете, вы не приспосабливаетесь, вы командуете, вы властвуете, вы указываете. И учитывая, что он сам такой, да, на самом деле он очень любит власть, просто он это делает мягко, ненавязчиво, вкрадчиво, да? А вы делаете это жестко, открыто и очень искренне. Да, вы говорите, ты будешь мне подчиняться, не будешь подчиняться, иди, до свидания, гуляй, да? Вот, значит, вы его покорили именно мужскими энергиями, вот этой хваткой сумасшедшей мужской и мужским характером. Вот, значит, ему рядом с вами было больно, ему рядом с вами было интересно. И здесь человек, как будто бы, вот знаете, до встречи с вами было скучно, а потом уже с вами вообще скучно никогда не было. Вот. Значит, очень важная женщина. Очень важная женщина. С одной стороны, он не хочет вас отпускать, этот человек. Он считает, что вы должны быть в его жизни. С другой стороны, вы слишком сильно держите его за горло. И он постоянно чувствует ограничения. Если вы жена, да, то ну вот, рассудите сами отношения вашего мужа к вам. Да, рассудите, пожалуйста, сами. То есть все классно, она очень важная, она моя стабильность, она моя жизнь, но слишком много ограничений, постоянно хочется вырваться, и, возможно, вот этими гульками я ей доказываю подсознательно, да, не то чтобы вслух, а подсознательно, доказываю свою самость, да, что вот я все-таки настоящий мужик. Дома я подкаблучник, исполнитель ее приказаний, а как бы выйдя за пределы дома, выйдя на улицу, да, я начинаю колобродить, доказывать ей, что я мужик. Ну вот как-то так. Хорошо. Что с ним будет, если вы исчезнете из его жизни? Что с ним будет, если вы исчезнете из его жизни? Угу. Вы смотрите, как интересно. Будущее не определено или скрыто. Потом свобода, обесценивание. Так, ну смотрите, если вы исчезнете из его жизни, здесь человек будет проходить разные стадии вашего расставания. Значит, сначала он будет чувствовать себя глобально несчастливым человеком, он будет чувствовать, что, ну, знаете, такую пустоту, как будто бы он растерян и не знает, что ему делать и куда ему вообще, собственно, деваться. Он будет испытывать сомнения в том, что это вообще с ним происходит. Дело в том, что здесь мужчина очень, ну, скажем так, верит в себя, да, я бы сказала. И он считает, его бросить невозможно. И если это сделаете вы, то есть всегда бросает он. И если это сделаете вы, к примеру,
да, то он будет чувствовать, что что-то нереальное происходит. Такого не может быть. То есть он будет сидеть и думать, ну блин, такого просто не может быть. Не со мной, не она. Ну, нереально, да? Дальше будет процесс идеализации вас. То есть он будет возводить вас на пьедестал. Боже мой, какая она была классная. Ну чё ж я долбанашка такая. Ее не оценил. Да? Я ее не, ну как-то вот не сделал счастливой. Да? Она чем-то была вечно недовольна, я чем-то был недоволен, да, я дурак, а она такая прекрасная звезда. Чем вы будете недоступнее для него, тем больше будет вот этой идеализации, и он будет вас вот просто садить на пьедестал. Дальше, следующий этап, да, это ощущение вакуума, да, вот это вот будущее не определено или скрыто. Он будет думать о том, что он не знает, что ему делать без вас, да? Его путь без вас непонятен. После этого ощущение, вы знаете, сначала как бы такая муть, может быть, запьет мужчина, а потом, боже, так это ж свобода. Она ж меня за горло держала, да? Это ж свобода, гуляй, Вася. И начнет смотреть по сторонам, а для того, чтобы вы не сидели вот такой занозой в его голове, он начнет вас обесценивать. Это будет такое обесценивание, вы некрасивые, не умные, не сохранили отношения. Ну, в общем, короче, там все плохое, что может быть, да, все плохое, что может быть. Ну а дальше здесь идет полностью обрезание, обрывание общения с вами, какие-то блокировки и, как говорится, с глаз долой и сердца вон. Ну, то есть здесь такая классика жанра. Классика жанра. Если вы исчезнете, этот человек за вами не побежит, мои дорогие. Он будет переживать все внутри себя, и этапы, которые будут с ним происходить, я вам описала. А дальше он полностью расслабится, почувствует себя свободным, счастливым и пойдет дальше. Ну вот как-то так. Благодарю вас, единички. Двигаемся дальше. Двоечки. Королева кубков. Ну, замечательно. Кружите меня, кружите. Удиви меня. Расскажи мне, как ты меня любишь. Да мы ж с тобой сейчас будем фантазировать о любви. Мы с тобой сейчас будем придумывать, как у нас все будет хорошо, и никогда ничего не делать. Значит, мужчина водный, и здесь вот прям классическая водная стихия, да, это рыбы, раки, скорпионы. Вот, но скорпионы редко бывают на самом деле такими кубковыми, потому что скорпионы это очень двойственный знак, да, с таким глубоким внутренним содержанием, я бы сказала, поэтому... Но не бывают скорпионы чисто кубковыми. Это, как правило, жезловые люди, да, как бы смесь кубков и жезлов. Тех, кого они любят, они будут кубково любить. А вот для всех остальных они будут жезловыми людьми. Вот. Ну, тем не менее, да, здесь чисто водный человек, такой весь мягкий, эмоциональный, очень похож на рака или на рыбку. И этот человек фантазер. Общаясь с ним, вы будете постоянно фантазировать. Он очень любит все вот эти переписки, в переписках сочинять что-то. Ты знаешь, я тебя видел во сне. Или ты знаешь, я сейчас отсидел, думал о тебе. Подумал, как бы мы с тобой там построили домик на берегу моря. Я бы ходил, ловил рыбу, а ты бы выращивала овощи. И мы бы так любили друг друга. Какие-то, знаете, вот постоянно у него какие-то фантазии. Может писать стихи или какие-то рассказики,
да, то есть вот, ну, когда человек много фантазирует, у него вот это вот все как бы выливается. Вот, значит, если вдруг вы не хотите с ним вместе мечтать, а, например, говорите ему: слушай, дорогой, может, мы уже мечты в жизнь начнем как-то воплощать, да? Он очень сильно обижается. Он оскорбляется и очень любит выводить женщину на чувство вины. Ты виновата, ты не поняла, ты там, я не знаю, меркантильная, какая-то приземленная, ты вообще не слышишь человеческой души. Мы здесь не для того, чтобы там, я не знаю, квартиру купить. Мы на земле, чтобы ну, такое вот создавать нечто духовное. Понимаете? То есть он всячески будет показывать, что он очень весь духовный, весь возвышенный, весь на вдохновении человек. Он про любовь, он не про какой-то там секс, и он не про какие-то там деньги. Вот. А он про вот эти вот все мечты. Да, про вот эти все мечты. А правда здесь, знаете, в чем? В том, что он не умеет зарабатывать деньги. Или он ленив настолько, что он не хочет их зарабатывать. Тут человек ленивый прям на 100%. На 100%. Вот, значит, я вам хочу сказать, что у меня был клиент, он был рак, кстати, по знаку зодиака, который сказал: знаете, Людмила, я настолько вот задолбался, я настолько не хочу ходить на работу, мне это все вот так не нравится, я люблю спать, там до обеда, до 12, а лучше до 3, я веду вот такой ночной образ жизни, что я даже, лучше бы я, со мной там что-то случилось, да, я попал бы в какую-то аварию, получил инвалидность, лишь бы только не работать. И чтобы государство мне чего-то там платило, какую-то пенсию. Как-то так. Как-то так. Мне не зря пришла эта история на ум, да, потому что здесь вот прям очень похоже все. Мужчина ленится, мужчина не хочет никуда двигаться, он хочет, чтобы ему все на блюдце приносилось, понимаете? А он вот такой бла-бла-бла-бла-бла, просто вот трепло страшное. Ни одного слова правды, ни одного слова, которое он бы выполнил. Понимаете? Сделает на грош и будет хвастаться и говорить вам, что он чуть ли вам не всю жизнь как-то выстроил. Понимаете? То есть вот такой здесь мужчина. Вот денег у него нет, зарабатывать он их или не умеет, или попросту не хочет, ленится, и поэтому он все время рассказывает о том, что деньги – это зло, нужно думать о душе, думать о сердце, любовь к деньгам не имеет никакого отношения, ну, как-то так, вот как-то так, да, и попробуйте с таким поживите. Хорошо, давайте посмотрим, кто вы для этого мужчины. Кто вы для этого мужчины? Угу. Так, ну, здесь на самом деле уже никто. Потому что тема нашего расклада, да, что с ним будет, если вы исчезнете, я думаю, что вы уже исчезли. Вот здесь вот прям конкретно. Потому что здесь он очень сильно злится на вас, он говорит, что он вас обрубил, что вы его очень сильно не оценили. Здесь скорее вы вышли из этих взаимоотношений, прервали общение с ним. Общение с ним было на расстоянии, скорее всего, посредством переписки. И это было какое-то сюсю-мусю, которое ни во что не выливалось. Я бы даже сказала, что
вы не раз собирались встретиться с этим человеком, да, как-то планировали встречи, а у него постоянно что-то обрывается, что-то не получается, там денег нет, или я не могу, или там заболела кошка, или там, я не знаю, у осла ослабла там, я не знаю, там нога сломана или ослаб хвостик. То есть у него какие-то были отговорки такие совершенно бредовые, чтобы не встречаться. Здесь вот я не вижу, если честно, отношений со встречами, с общением, с тактильностью. Что-то эфемерное, что-то вот из разряда как раз его сигнификации. Да? Мы вместе фантазируем о жизни. Вот, значит, сейчас ничего нету. Нет. Он говорит, что он вас обрубил после того, как вы вышли из отношений. Ну, тут такая своеобразная у человека психика и подход соответствующий. Значит, и сейчас он работает над собой, да, чтобы как-то вас обесценить, чтобы снизить вашу важность для себя. А вот кем вы были для него, да? Вы были каким-то шансом на счастливую жизнь. Он говорит о том, что он рассчитывал, что вы его как будто бы, знаете, выведете в некое счастливое будущее. Вот в какое-то пространство, где все прям замечательно и великолепно. Вот. Но вы, судя по всему, вести его отказались. Наверное, вам надоели эти бесконечные пустотелые мечтания. Да? И абсолютно ноль действий. Человек в королеве кубков, да, если мужчина находится в королеве кубков, он никогда не действует. Это трипло. Королева кубков всегда, девочки, ждет, что вы будете ухаживать за ним. Понимаете? Вы, а не он. Он может вас заинтересовывать, пробивать вас вот этим знанием женской сути, потому что это мужчина-подружка прежде всего. Вот как-то с ним легко, свободно, он вас очень хорошо понимает, но он не будет совершать мужские поступки, он ждет их от вас. Поэтому вот здесь ощущение, что вы просто не дождались ни одного поступка и даже встречи могли не дождаться с ним. Понимаете? Поэтому все так произошло. Вы из отношений вышли, он за вас бороться не стал, и, как он говорит, я ее обрубил. Хорошо. Что же с ним происходит после того, как вы исчезли из его жизни? Давайте я вот прям в настоящем времени буду говорить. Угу. Вот здесь такая какая-то, знаете, в голове шиза небольшая есть. Значит, первое, что с ним сейчас происходит. Он подсознательно понимает, что он дурак, и что он сделал какие-то не те поступки, и понимает, что вот такой, какой он есть, да, он не сможет вас завоевать в любом случае. То есть вам нужен другой мужчина, и ему вам нечего предложить. Ему хочется вас на уровне «хочу». Вы знаете, я просто это хочу. Мне плевать, сколько это стоит, мне плевать, что нужно для этого сделать и вложить. Я просто это хочу, дайте мне это. Вот это такое, знаете, детское хочу, когда маленький ребенок топает ножкой и требует запретную конфетку. Вот так он к вам относится, понимаете? И сейчас, да, когда вы уже исчезли, он понимает тщетность этих желаний. Ну и что-то, что ты хочешь. Да, ты все равно эту женщину не получишь. Не получишь. Он, понимаете, в чем дело? Очень верит в свои фантазии, в свои желания, в свои иллюзии, в мечты.
да, которые живут у него в голове. Ему кажется, что достаточно просто мечтать, и оно само как-то сбудется. И вот такая женщина, как вы, обратила на него внимание. Это круто, да, вот уже мечты начали сбываться. Осталось дальше, вот, чтобы материализовалось само откуда-то из воздуха все остальное в виде материи, денежек, да, совместного проживания и так далее. Вот, человек вот прям находится в каких-то иллюзиях. Значит, он сейчас понимает, что совершил ошибку, он понимает тщетность своих усилий каких-то в вашу сторону, потому что такой, какой он есть, он вам не нужен. Дальше. У него существует, ну, как я уже сказала, да, два «я». Одно «я» плачет, депрессирует, ах, какой я дурак и так далее. Второе «я» говорит, но я настоящий дьявол. Я ее сквозь расстояние притяну. Здесь мужчина сидит и специально, ментально очень сильно давит на вас, думает о вас, притягивает, вытягивает ваше нутро, чтобы вы сами вернулись в эти отношения. Вот что он делает. И дальше какой-то голос извне, почему я сказала, что какая-то шиза здесь присутствует, в которую он верит, да, это не метафора. Он реально слышит какой-то голос, да, в мозгах у себя, который он воспринимает как голос Бога или каких-то высших сил, которые ему говорят о том, что вы его кармическая женщина, и только рядом с вами он мог бы выйти из какой-то нищеты, из какого-то вот дерьма, которое он сам себе, собственно, создал. Понимаете? Ну вот что с ним происходит. То есть его здесь кидает из стороны в сторону, то он плачет, то он дьявол у нас, но в целом он слушает голоса у себя в голове. Благодарю вас. Благодарю вас, двоечки. Троечки. Троечки. Кто к нам пришел? Это человек рабочей специальности. Человек, у которого очень такое, знаете, небольшое образование. Ну как, ну там школа, колледж, может быть, но не институт. Значит, и этот человек работает руками, но несмотря на то, что образования высшего, допустим, у него нет, да, он достаточно умен. То есть он действительно, вот когда вы с ним разговариваете, вы слышите, что человек начитан, что у него правильно выстроена речь. И вы всегда удивляетесь, да, почему же он не получил высшего образования. Потому что он действительно умен, с ним разговаривать интересно. Значит, здесь у нас прям такой, знаете, как бы это сказать, разбиватель женских сердец. Он изучает женскую психологию, он изучает, как надо общаться с женщиной. Вот, и он умеет женщину на себя подсадить. Он умеет женщину привязать. Делает это намеренно, девочки. Не то, чтобы это как-то неосознанно у него там само откуда-то происходит. Нет, он это делает намеренно, поведением, словами, чтобы женщина влюбилась в него. Чтобы женщина влюбилась. Значит, интересный тоже факт. Если он обижается по-настоящему, то есть вот если, допустим, вы ему изменили, или он подумал, что вы ему изменили, да, подумал, нашел какие-то доказательства, которых быть не могло, притянул их за уши, то здесь человек может разорвать отношения раз и навсегда. То есть если вы целиком и полностью ему не принадлежите, а кто-то там где-то есть важнее, чем он, все, моментально рубасит и моментально заканчивает отношения.
Вот, значит, у него как-то, знаете, все в меру, в меру. Такой вот умеренный человек, в меру денежек. Он не бедный, не богатый. Вот у него так ровно в этом плане. Есть там свое жилье, какая-никакая машина есть. Вот. Одежда, все нормально, все чисто, все хорошо, но не изобильно и не чрезмерно. Да, там 2 футболки, там 2 спортивных штанов, одни джинсики, допустим. Ему хватает, он там, может, сам стирает, все нормально у него. Но вот нету какой-то чрезмерности, да. Вот. В деньгах все ровно, в эмоциях все ровно. То есть он не слишком страстный и не слишком скучный, ровный какой-то. Понимаете, ровный человек. И вот во всех аспектах жизни, да, куда ни посмотришь, как-то вот так норм. Я не жалуюсь. Да, вот с этой позиции он смотрит на жизнь. Хорошо. Давайте посмотрим, кто вы для него. Кто вы для него? Ну, он говорит, что вы связаны по работе. Вы знаете, я не вижу, чтобы вы были для него кем-то, если честно. Прям вот, ну, кем-то, да? Прям женщиной любимой. Значит, вы для него как некая возможность легкого флирта и легких таких, знаете, не обременяющих отношений. Значит, первое. Вы связаны по работе, вы вместе зарабатываете деньги, так или иначе. И он скорее рассматривает невозможность связи с вами. Он говорит о том, что, ну, да, мы с ней, возможно, флиртуем, улыбаемся друг другу. Может быть, у вас была какая-то интрижка, которая сейчас закончилась. Понимаете? Вот, то есть он как бы воспринимает вас как возможность легких, необременительных любовных отношений, скорее флирта, но может быть и сексуальных, да, которые вот, ну, захотелось вам обоим, да, без обязательств что-то сделать. Сделали и разбежались. Ну, не надо, да, напрягаться. Мы особо друг друга не любим. Притянулись вот так вот, что-то там где-то получилось и растянулись. Вот, значит, что-то серьезное с ней невозможно, он говорит. Какие-то такие планы строить на нее я ничего не строю. Вот, мне с ней хорошо, мне с ней легко, она очень легкая, она такая женственная, приятная, притягательная для меня, да. Но она для меня и опасная еще тем, что у нее есть обременение. То есть, скорее всего, у вас есть дети или же какие-то нерешенные вопросы, может быть, какие-то долги или нет жилья. То есть он вас рассматривает для легких любовных отношений, но самое главное, чтобы вы его ничем не обременили. Понимаете? То есть здесь идет вот такое рассмотрение. Нельзя вступать с ней во что-то серьезное, потому что иначе она навесит на меня, допустим, своих детей, да, и мне придется их содержать. Вот как-то так он думает. Я не против был бы с ней спать, если бы не эти дети, да. Я не против был бы с ней спать, если бы она, допустим, не могла бы забеременеть и навесить на меня потом вот этого ребенка, да, может, он боится, что вы забеременеете. Но вот здесь вот какой-то такой страх, что-то связано с детьми все-таки прям идет эта тема.
Хорошо. Что будет, если вы исчезнете из его жизни? Что будет, если вы исчезнете из его жизни? Ну, с одной стороны, он не хочет, чтобы вы исчезали из его жизни, потому что, ну, все равно ему как-то с вами комфортно, да. Я не вижу какой-то вашей великой значимости, если честно, девочки. Он говорит о том, что, ну, он почувствует ваш уход, он почувствует ваше исчезновение. На какое-то время ему будет вас даже очень не хватать, потому что ваше наличие рядом с собой очень комфортно. Рядом с ним очень комфортно. Вот. Ему с вами приятно общаться, приятно впитывать вашу энергию, да, там вот все такое, и все ему рядом с вами хорошо и замечательно. Вот. Но, да, сначала он испытает шок, ему будет вас не хватать, он будет вас искать по углам, да, ходить, но потом произойдет переключение, как он говорит, и он начнет заниматься дальше работой, зарабатыванием денежек, да, и пойдет каким-то новым путем. Здесь, понимаете, все упирается в вашу значимость. Вы для этого человека не особенно значимы. Понимаете? Может быть, раз вы смотрите на него расклад, да, он для вас значит что-то большее, а вы для него, ну, хорошая знакомая. Вот я бы сказала так, да, хороший знакомый, вы ему нравитесь, но не более. Поэтому и потеря вас будет таким временным разочарованием. То есть он испытал разочарование, поискал вас, поскучал, ну, это продлится неделю. Понимаете? А дальше он пойдет новым путем. У него произойдет переключение, вот, и он как-то начнет развиваться дальше своим собственным путем. Я не вижу здесь ни какой-то трагедии, ни какой-то ни ненависти, ни трагедии, ни любви. Ну вот по сути какую-то такую, знаете, ровную энергию. Вот так же, как у него все ровно по полочкам в его жизни, и какой он человек, ну вот так же и отношения, да, что будет, когда вы исчезнете. Да ничего не будет. Ничего с ним не будет. Немножечко поищет вас, немножечко будет чувствовать себя разочарованным, да, какую-то небольшую потерю будет чувствовать, а потом бабах, 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 пойдет дальше и все. То есть здесь все зависит от вашей значимости. Ну что, мои дорогие, такой вот получился у нас разбор. Я благодарю вас за ваше внимание и, как обычно, хочу пожелать вам только одного: встретить свою настоящую любовь и не потерять в ней себя. Ну а мы увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.